Белые цветы тянулись вдоль дорожки, словно пытались скрыть неловкость момента. Гости сидели неподвижно, их взгляды были прикованы к мужчине в инвалидной коляске, богатому, влиятельному, еще недавно уверенному, что сегодня его жизнь начнется заново. Но невеста так и не появилась. Музыка стихла, ожидание стало тяжелым, почти осязаемым, а день, который должен был стать торжеством, превратился в молчаливое унижение. Он остался один посреди собственной свадьбы, парализованный после аварии, брошенный не только телом, но и теми, кто клялся быть рядом. Миллионы на счетах не смогли купить ни верности, ни смелости. Гости один за другим начали отводить глаза. Кто-то поспешно вставал, кто-то делал вид, что все так и было задумано. Праздник рассыпался, как хрупкое стекло. И только она не ушла. Служанка, нанятая на этот день для мелочей, которые никто не замечает, осталась стоять рядом. Ее форма была простой, руки в резиновых перчатках, а взгляд спокойным и внимательным. Она видела не миллионера и не инвалида, а человека, которому сейчас больнее всего. Когда остальные растворились в неловком шуме, она подошла ближе. Без слов она положила руку в его ладонь. В этом жесте не было жалости, только участия. Она осторожно повела коляску вперед, по дорожке, где должна была идти невеста. Музыка зазвучала снова, будто сама церемония решила не сдаваться. Движения были медленными, неуклюжими, но в них появилась жизнь. Это был не танец в привычном смысле, а тихое сопротивление стыду и одиночеству. Гости замерли. В этом странном, неожиданном моменте было больше искренности, чем во всех дорогих украшениях. Мужчина впервые за долгое время почувствовал, что его не бросили полностью. Мир не закончился, просто стал другим. С того дня его жизнь начала меняться не с восстановления тела, а с восстановления достоинства. Служанка больше не была тенью. Она стала тем, кто напомнил ему, что уважение и тепло не продаются и не покупаются. Иногда самый важный танец случается тогда, когда музыка уже почти стихла, а надежды, кажется, не осталось. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, напишите в комментариях, откуда вы смотрите это видео. А если вам понравилась история, то поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.